Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я продолжаю отвечать на вопросы касаемо мира мертвых. Хочу вам сказать, что я насчитала за последние только годы больше 200 тем, прямых эфиров, роликов, снятых на тему мир мертвых, мир призраков, встречи с призраками, мистические истории, ночная мистика, ну и много другое, что было снято по вашим рассказам, по вашим вопросам и прочее. И если вам интересно, ознакомьтесь с этим, включите, слушайте иногда на досуге, потому что там есть ответы на очень многие вопросы, которые вам будут нужны. Я надеюсь, что вам не пригодится это все в том смысле, что у вас не будет встречи с мертвым миром и не только мертвым миром. Надеюсь, но я не знаю ни одного человека, который хоть раз в жизни не ощущал бы мир мертвых. Каждый по-своему. Кто-то встретился с ними воочию, и эта встреча была очень запоминающей, яркой, страшной. Кто-то чувствовал шаги, кто-то услышал, как в ухо что-то шепнули, сказали и так далее. Каждый по-своему, но практически каждый человек, рожденный и пришедший в этот мир, либо видел, либо увидит, хотя бы раз ощутит вот это вот касание мира потустороннего. Даже самые заядлые скептики и атеисты рано или поздно сталкиваются с ними. Хочу вам дать дельный совет: никогда ночью не говорите об ушедших, об умерших, о темных силах и вообще. Они ночью особенно активны, и слышать, то есть услышав о том, что где-то их обсуждают, они могут просто показать, проявить себя стуками, там, как угодно. Я это делаю, потому что я уже много лет, практически полжизни, больше полужизни я работаю в этой сфере. У меня огромный опыт общения с миром потусторонним и с миром духов. Но страх, он есть, и это очень правильно. Страх – это здоровое самосохранение. Без страха человек безумен, и он может совершить непоправимые поступки. И невзирая на то, что я столько лет с ними взаимодействую, но даже я очень трепетно и очень осторожно к этому отношусь. Очень осторожно. Лезут в эти все темные дебри люди, которые глупые, неопытные. Некоторые сами не верят в это, из любопытства лезут. Никогда ни одна ведьма камеры не оставит на кладбище, чтобы утром прийти посмотреть, что там снилось. Никогда не будет по ночам шастать по кладбищу просто от нечего делать, чтобы поснимать что-то там, показать, какой-то блог вести. Ни одна ведьма не будет вести какой-то блог или канал, в котором делаются из мира мертвых шоу, там всякие стуки имитирует и прочее, да, театрализация всего этого. Потому что она знает, что это все чревато, что это может очень страшно ударить по ней, и она должна уважать мир потусторонний, особенно мир ушедших. Так что, друзья мои, будьте очень бдительны, осторожны. Если что-то вам непонятное, вы не понимаете этого, не коснитесь ни ритуалов, связанных с мертвым миром, если вам не разъяснили, не берите атрибуты мертвых, не оставляйте у себя дома
какие-то, ну, если это ушедшие родные люди, это другой вопрос. Но если это вам неизвестные люди, ну, например, даже, знаете, кольцо ушедшей свекрови, которое вам дарит муж, может принести вам несчастье. Потому что неизвестно, что было в жизни этой женщины, из-за чего она ушла с этого мира, насколько она была сильный энергетический человек, привязана к этому кольцу и прочее. Одним словом, будьте осторожны с миром мертвых. Люди, какие были при жизни, такие и после смерти. Но если кому-то кажется, что человек, который любил их при жизни, после смерти, да, помогает, не вредит, но если учесть, что помимо этого человека, его души, есть еще энергия мертвого мира, да, некроэнергия, это опасно. Вот как одна девушка как-то бутыль отнесла, спрятала на могиле матери, думая, что это хорошая защита для нее. Такие глупости творят люди, не задумываясь о том, чем это потом в итоге обернется. Итак, вот Яна распечатала. Мне там огромное количество вопросов принесла. И я назову просто «Мир мертвых». Часть первая, вторая, чтобы быстрее находилась наряду с другими лекциями. Понимаю, что хочется оригинального названия, потому что, если очень много работ, рано или поздно некоторые названия начинают повторяться, и это закономерно. Одно дело, когда у человека 100-200 видеороликов за много лет. Другое дело, когда по 20-30 тысяч работ. Понимаете разницу? Даже огромные такие акулы бизнеса, операторы связи, время от времени начинают повторять цифры, потому что у них цифры заканчиваются. Да, у них большая аудитория. То есть много пользователей. Итак, начнем. Отвечаю на вопросы касаемо ушедших, касаемо мира мертвых и прочее. Все, что касается смерти, загробного мира. Кстати, у меня и такие темы есть. Загробный мир называется. И там тоже обсуждаются вопросы. Мне кажется, я очень исчерпывающе просто ответила практически на все вопросы, которые возможно было ответить. То есть невозможно, которые задавались. Но все равно это, знаете, капля в океане, все равно не раскрытых вопросов. Мироздания огромное количество, и всегда есть над чем задуматься. Я отвечаю, исходя из своего опыта, из своих знаний, исходя из того, что мне давали подсознательно, какие знания приходили ко мне за мою жизнь, и исходя из опыта поколений. Потому что есть вещи, которые мы можем предположить, если учитывать, например, там вот столько-то поколений людей считала вот так, и вот основываясь на этом, поскольку мы не можем 100% говорить, кто явился к нам, понимаете? Это невозможно, когда я читаю некоторые книги, в которых со 100% гарантией рассказывается о мире духов, мне смешно. Об этом может рассказать только тот, кто был там, вернулся, но никто не вернулся, не рассказал. Если нам какие-то обрывки удавалось узнавать во снах или в каких-то там пророчествах, это очень-очень малая часть того, что там есть, и мироздание неохотно раскрывает свои тайные секреты. Наверное, так надо. Наверное, если человек узнает, что там происходит, он будет от страха перед наказанием, я так понимаю, он будет вести себя по-другому. А нужно, чтобы все было естественно, чтобы каждый получил то, что заслужил, а не то, как он играл роль. Все религии, в принципе, на этом и построены, на этом принципе страха. Ада, мучений, да, и верят в Боженку не потому, что верят в него и почитают его как великого Бога, а потому что боятся ада, мучений, еще и немного шкуропоклонники,
там же будет хорошо, будем радоваться, веселиться, вечно брынчать на этих арфах и петь, боженьки, какой он замечательный и прекрасный. Скукотища. Начнем. Поскольку многие вопросы направлены Яне, для новичков скажу, что меня зовут Инга. Некоторые путают. А Яна моя помощница. Она записывает на консультацию. Она редактор моих книг. Одним словом, незаменимый человек. Это так. Но если вы не знаете, почему вот написано Яна, потому что Яне направляют эти вопросы. Она мне просто передает в форме или распечатывает. Здравствуйте, Яна. Пишу на тему вопросы о душе. Для первого эфира, если, конечно, уже не поздно. У меня вопрос, наверное, все-таки личный. Подойдет для эфира или нет, но осмелюсь задать. В 95-м году я окончила школу и собиралась ехать поступать учиться в другой регион. Мой папа накануне моего отъезда пошел получать зарплату, причем очень приличную. Шахтеры в те годы получали хорошо. Туда же входили отпускные, в общем, сумма была приличная, но по дороге он встретил своих бывших так называемых друзей, собутыльников. На тот момент мой отец давно уже как не пил, был закодирован. В итоге домой он не вернулся. Утром я уехала в другой город с моей подругой, которая была свидетелем дальнейших событий. На время поступления нам с ней сняли квартиру. Квартира была на первом этаже, очень темная. В ту ночь мы легли спать, зашторили шторы. Даже лунный свет через них не пробивался. Мы еще лежали, смеялись над тем, что подносишь палец к глазам и не можешь очертания даже разглядеть, настолько темно. А так как кровать была в квартире одна, соответственно, мы вместе с ней и спали. Так вот, лежим мы на кровати, темень полная, разговариваем о своем девичьем. И вдруг звук, да не просто звук, а очень протяжный скрежет. Открывается открывающиеся ржавые двери. И настолько долгий, что мы успели обсудить тему, что там делают соседи. Но потом было совсем не смешно. После этого скрежета сначала секунды тишины, уже отчетливые шаги, направляющиеся в нашу сторону. Да не просто шаги, а как будто идет человек с цепями на ногах. Очень тяжело. Подошел к кровати. Для меня это реально была смертельная тишина. Мне просто трясло от ужаса. Затем такие же шаги назад и снова скрежет закрывающиеся ржавые двери. Мы подскочили с кровати не сразу же, потому что двоих трясло от страха. С горем пополам включили свет. На часах было 2:10 ночи. Мой папа был убит. Смерть зафиксирована в 2:10 этого же дня. Я тоже подумала, что это отец. Милиция не захотела ввязываться в разборки алкашей, оформили как самоубийцу. Но я уверена, что это было убийство. Потому как мой отец очень любил жизнь, это раз. Во-вторых, при нем не было денег, это два. А там была по тем временам большая сумма. И много лет меня мучает вопрос, если ко мне пришел отец проститься, почему в кандалах, почему скрип ржавой двери и какое-то угнетающее прощание, как будто он наказан. Но не верю я, что он самоубийца. Человек не тот. Спасибо, Яна и Инга. Если вопрос не по теме, хотелось бы услышать ответ от Инги. Сейчас я вам объясню, почему и как. Значит, первое. То, что ваш отец приблизил свой уход, свой конец, это факт. Он жил неправильной жизнью. И это в итоге стало его приговором. Он вел себя эгоистично. Он не подумал о семье. Он пошел пить. А в те годы каждая копейка была на счету, и каждая копейка была нужна. Тем более, если у тебя дочь студент. То, что там не было самоубийства, это однозначно. Просто оформили, чтобы, как бы, знаете, на отвали быстро дело закрыть и так далее. Они не очень любят работать. Почему он пришел в кандалах? Потому что он виноват перед вами. Он своим поведением
ускорил свою гибель и, конечно же, оставил семью без поддержки, без помощи. Он эти огромные деньги унес и пропил с друзьями. Это чувство вины. Кандалы – это его чувство вины. Да, он наказан. Но не за самоубийство, а из-за того, что он был плохим отцом. Недостойным отцом. Как бы там вы ни пытались его оправдывать, дети всегда пытаются оправдать своих родителей, чтобы не было ощущения, что они часть этого недостойного человека. Ну, мы должны понимать, я уже говорила, что наши предки – это не только наши прямые, да, непосредственно предки, родители, которые родили нас в этот мир. А наши предки и наши бабушки, дедушки, среди них очень много достойных людей, иначе наш род не дошел бы до этих дней. И вам стесняться нечего за него. Кандалы – это его наказание, что он между мирами и в этом мире. Его не отпустили, не освободили его душу. Пришел просить у вас прощения, потому что вы больше всех нуждались в этих деньгах. Вы учились тогда. У вас жизнь только начиналась. И в нем тоже вы нуждались. Вот почему так произошло. Так, здравствуйте, Яночка. Если еще актуально, хотела бы задать вопрос к эфиру про души и прочее. Вопрос. Уважаемая Инга говорила, что у человека могут быть проблемы в жизни. Если в его день рождения умер родственник, если мой дедушка умер в мое десятилетие, может ли это как-то влиять? Всю жизнь не выходит из головы. И второй вопрос. Если можно, в моем детстве был друг Вова, нам было по 5 лет, он сгорел заживо в доме. В этом возрасте, когда я училась в колледже, трагически погиб мой друг, тоже по имени Вова. С тех пор, если начинал сообщение с кем-то с таким же именем, полностью его прекращала. Может ли это что-то значит? Благодарю вас. Первое. Смерть во время дня рождения – это нехорошо. Таких людей раньше отчитывали, чтобы дальше не продолжалась несчастная вот такая вот вереница, цепочка смертей именно в дни рождения. Обнуление жизни, и в этот момент обнуления жизни смерть родственника может очень сильно повлиять на судьбу, особенно дед, отец и так далее, предка. Отчитывать таких людей нужно. Это первое. Может повлиять. У кого как. То есть у кого-то сильнее, у кого-то менее, смотря какая энергия у человека, какой род у человека, какая генетика и память крови и прочее. Тут очень много деталей. Второе. Вы ни при чем здесь. Вы не имеете никакого отношения к этим смертям по имени Вова и то, что они... То есть они умирали в вашей жизни. Просто есть люди, к которым тянутся те, кто умрет скоро. Иногда у этих кого-то одинаковые имена. Это Зена там ищет себе место. Так вот, просто тянутся к вам люди, которые скоро уйдут. И иногда так получается, что они и по имени совпадают. Вы здесь ни при чем. Просто вы такой магнит для тех, кто скоро уйдет. Видите, на ваш день рождения дед умер, потом ваш друг умер, потом ваш брат умер, причем с такими же именами. Очень может быть, что еще кто-нибудь по имени Вова, если вам встретится, он тоже скоро умрет. Не потому, что вы ему смерть приносите, а потому что его время пришло, и его направили в вашу жизнь. Чтобы он просто ушел именно вот перед вашими глазами. Тянете вы. Вот как магнит тянет там металл. Есть люди, которые тянут тех, кто скоро уйдет. И вокруг них постоянной смерти. Иногда в одинаковом возрасте, иногда с одинаковыми именами. Иногда с одинаковой профессией. Есть женщины, которым тоже кажется, что на них вот эта печать вдовьего платка, да, я об этом говорила, черной невесты. Мужчины встречаются, и все умирают. И она начинает себя винить. И смотришь, и у нее нет этой печати, ничего нет. Просто она магнит для тех, кто умрет.
Они приходят и под ее покровительством, под ее энергией через некоторое время умирают. Так уж получается, есть такие люди. Не винить себя в этом. А что касается насчет дня рождения, действительно это отчитывается. Это нужно отчитать, и вообще любые смерти в праздники и прочее, это нехорошо. Это значит, некий такой портал открыт. Ведь, я уже говорила, что день рождения – это самый скверный день в жизни человека. И обнуление, и больше всего людей умирает в свой день рождения или ближе к этому, или чуть позже. Вот посмотрите статистику смертей. Практически либо человек умер через недели 2 после своего дня рождения, либо до этого, либо в тот день. В тот день больше всего умирают. Именно в свой день рождения. Много людей. А если умирает день рождения близкого человека, это тоже открывает некий портал смерти, некий портал бедствия. Ой, опять Рыжик, что ты хочешь от меня? Иди ложись, спи. На. Прям тянется ко мне. Иди, давай, спи. Ласковый кот, конечно, но иногда навязчивый. Давай, Рыж, не мешай мне, все. Пойдемте далее. Яна, не знаю, как это правильно сделать, но напишу так, как могу. Уж простите, у меня в 2019 году болела сильно спина. В феврале, это было воскресенье, сильно заболела голова. От этой боли не понимала, что происходит со мной. Дочь дала таблетку и вышла из комнаты. И тут, я так думаю, вышла из тела душа и увидела черный шар. И боль прошла. Я поняла, что умереть не страшно, что просто останется тело. Могу я знать, почему она вышла, что хотела сказать душа. После этого ушел сожитель с внуком, беда, и сгорел дом. Буду вам благодарна и так далее. Так, не совсем поняла, но то, что вышла душа, это вы преувеличиваете. Я вам объясню, почему. Душа, если бы от вас полностью вышла из тела, вы бы могли обратно не вернуться. Или вернулись бы с очень страшными последствиями, вплоть до безумия. Но душа поднимается над телом, приподнимается. И тогда человек оказывается между мирами. Он попадает сразу в потусторонний мир. Потому что потусторонний мир, он находится рядом с нами, он везде. У меня это открыто, но иногда открываю и закрываю, потому что очень тяжко жить, когда постоянно ты видишь то тени, то еще какие-то фигуры, лица. Это трудно. Это было в детстве, и я очень боялась, пока не поняла, что это такое. Но обычный человек, у него ширма, он закрытый. Именно поэтому камера, объектив камеры, да, он может видеть, зафиксировать, а человек не видит. То есть, например, видео сняли, не обращали внимания, а потом включили, посмотрели, что там какая-то сверкающая фигура стояла рядом, или фотография проявилась, что-то лицо проявилось рядом. Камера – это искусственный глаз. Для камеры нет запрета. И когда появилась камера, когда появились записывающие всякие инструменты, техника, они начали фиксировать этот белый шум, они начали показывать в пространстве фигуры, лица, запечатлять и так далее. Иногда доходит уже до таких очень страшных кадров, когда просто видно движение, да, этих сущностей человекообразных, по-разному они выглядят. Так вот, ваша душа не вышла, вы просто от этой сильной боли у вас вы вышли слегка в астрал, можно сказать. И увидели этот черный шар. Этот черный шар не ваша была душа. И этот черный шар был некий вестник. И не зря он был черный. Он просто вас предупредил, что в скором времени в вашей жизни начнется черная полоса. Вот и это, собственно, и началось. Случайно, чуть-чуть приподнявшись над своим телом, выйдя в этот астральный мир, астральное пространство, вы увидели того самого черного вестника, который рядом с вами в вашем доме был. Просто вы, как обычный человек, не видели, а тут из-за боли, из-за этого состояния
вы просто вот между мирами оказались, это межу называется, вот пограничное состояние. И тот, который всегда присутствовал, вот, ну, то есть рядом с вами последнее время, он принес эту черную весть. Вы его просто увидели. И все. Не из-за того, что вы увидели, и после этого началось. Нет, оно бы началось. Просто вы заранее его увидели, заметили. Он как раз пришел за этими черными делами. Добрый день, уважаемая Яна. Меня зовут Юлия, я из города Одесса. Вчера и ранее смотрела эфир «Все от души». Давно меня мучает один вопрос. Это произошло во время родов. Я смотрела в окно, перед глазами четко и ясно прошли 4 сезона. Лето, зима, осень и весна. Я хотела позвать медсестру, но голос пропал. Не могла сказать ни слова, пока все не исчезло. Об этом я рассказала маме, бабушке, но мне никто не верит. Что это было, что это значит? Надеюсь получить ответ на свой вопрос. Смотрите, это называется хрономиражи. Это называется преломление. Это называется сбой матрицы по-разному. Смотрите, объясню. Все, что происходит в мироздании, все, что происходит в нашем мире, все фиксируется, как видеокамера. Видеокамера, там, аудиозапись в начале, да, эти все сначала пластинки, потом кассеты, потом уже вообще фиксируется внутри этот носитель. Это же все взято у природы. Ничего просто так с воздуха не взято. Вот все, чем мы пользуемся в природе, уже в мироздании, есть миллионы лет. Просто человек приходит к выводу, то есть восстанавливает по памяти уже те достижения цивилизации, которые были до нас, восстанавливает по памяти и по новой воссоздает, по новой переносит в материальный мир то, что вот есть в пространстве. Так вот, наше мироздание обладает такой возможностью сохранить все голоса, все лица, все события, всю информацию, вот все, что произошло до нас и произойдет после, все, что в наших мыслях, все, что мы говорим, все, что мы думаем, и преступления, и добрые дела, все это сохраняется в пространстве. Иногда происходит такой сбой матрицы. Вот как он может произойти? Обычно человек, когда видит мертвых, ну, например, в зеркале там красится, и вдруг увидел другое лицо, кричит, испугался, а потом оказывается, что кто-то из родных, близких умер в этот момент, а он может увидеть его лицо там. Это происходит во время стресса, во время болезни. Не просто так человек, например, в пьяном состоянии видит мир мертвых, потом ему не верят, или он сам думает, что это был пьяный бред. А на самом деле ширма упала, защитная пленка упала, и он реально увидел мир духов. Но ему не верят, потому что он же был пьян. Или он был под каким-то другим средством, да? А он реально это увидел. Вот это слово «допился до чертиков» – это не просто так сказано. То есть допился до того, что ширма защитная упала, и он увидел мир духов. Вы болели, вы были в больнице. Следовательно, вам было плохо. Значит, ваша мозговая деятельность работала не полную силу. Она могла дать сбой. И вы из привычной среды, вот из этого вот кокона, да, из этого закрытого пространства, из этой защитной пленки, на секунду просто вышли. И вам показали вот этот хрономираж. Ведь природа запоминает себя саму, какая она была зимой, летом, весной и так далее. И вам вот в течение нескольких секунд, как кинокартину, просто показали все времена года. Вы попали в такую вот воронку, где просто информация сохранилась, и вы увидели. Оно ничего не значит, ни хорошее, ни плохое. Просто иногда так бывает. Вот выходит человек на балкон своего дома утром там покурить, ранним утром, еще весь мир спит, и еще там собаки, кошки не проснулись. Вот выходит такое вот бодрое такое утро, прохладное, приятный такой холодок, накинул халат, вышел на балкон покурить,
пока все спят. Смотрит, а у него вместо его двора какие-то терема, какие-то люди ходят, какая-то дорога непонятная, что-то там такое, чего не может быть. И это доли секунды. Это исчезает, и он видит перед домом лес, как обычно был лес. А много тысяч лет назад вместо этого леса там просто была деревня, село. И пространство запомнило, зафиксировало. И на секунду просто в такое состояние еще не проснулся, еще такой стресс для организма, он раз и вот переключает и показывает такую картину. И это моментально. И многие люди это видели, попадали в такую воронку. Вот идет человек домой и не может узнать свою улицу. Идет, непонятно куда-то попал, а потом раз секунда. И он на своей улице, и все как раньше. И он думает, что такое вообще происходит? Обычно люди об этом стараются не рассказывать, чтобы их не приняли за сумасшедших или не высмеяли. Или скажут, да, верим, но не поверят. Пока человек сам не увидит такое, он не верит. Ну, есть люди, которые как бы относятся к этому серьезно и исследовали это все, они-то поверят, они поймут, что это правда. Но обычному человеку, вот сейчас иди расскажи, ты знаешь, я вышел на балкон, а мне показалось, что я село вижу какое-то. Ну, фантазии. Так и скажут. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Так. У меня с 1990 года начали умирать все мои дорогие родные люди подряд. С промежутком 9-8 месяцев. Мама, папа, бабуля. Когда она умерла, мы по очереди с ней сидели ночью. Когда я пошла отдыхать и сдала свой пост, отключилась сразу. Наш родительский дом и дом бабушки были напротив, совсем рядом, через проулочек, пару метров друг от друга калитка. Но в полуявы да, все исчезло между домами. Только кровать у родителей и бабулькино крыльцо, на котором она рыдала. Именно у меня просила прощения. Я была не сильно, но обижена на нее. Неправильно написано. Она иногда вела себя со мной как кабаниха. Я не хотела ее прощать даже во сне. Но так устала от ее слез. Это во сне, что ли? Уснула, все, я поняла. От ее слез и мольбы, что сказала ей, что прощаю. Тут все исчезло, все вернулось на свои места, и пространство закрылось. Можно спросить, уважаемый Ингуш, что-то нужно мне еще сделать, чтобы ей легче стало? Или уже вопрос решен? Ведь родная, ведь бабушка. Ну, вы уже все сделали, вы ее простили. Она, значит, не могла просто уйти и хотела получить ваше прощение, чтобы ей легче было покинуть этот мир. Так что ничего такого. Ну, можете ее любимые там кушанье или пирожки или что-нибудь испечь, раздать, тем самым показав, что вы ее простили, и показав потустороннему миру, что вы бабушку свою простили, чтобы они ее там не строго судили, чтобы не были к ней строги слишком. То есть вы простили ее, и на этом все. Да, она просто могла долго не уйти, потому что что-то ее здесь держало, ваша обида. Значит, она понимала, что она плохо себя повела. К сожалению, люди очень много узнают и понимают прямо перед смертью. Вот бы раньше поняли, мир был бы совсем другим. Я хочу спросить у Инги о душе умершей моей хорошей знакомой. Однажды во сне я видела ее очень четко. Она просила у меня прощения. Очень извинялась, но не сказала за что. Я быстро проснулась, ничего не поняла. Удивилась, испугалась одновременно. У нас всегда были хорошие отношения на работе, вне работы. Она относилась ко мне по-матерински, что-то подсказывала, помогала всегда, где и жалела меня. У нас разница в возрасте 18 лет. Она была старше, и я испугалась от того, что ей не за что просить у меня прощения. Хочу узнать у Инги, почему человек просит прощения, если мы не ссорились всегда. Она меня поддерживала в трудную минуту, она меня любила и чувствовала. Я это чувствовала. Спасибо, Татьяна. Знаете, иногда люди бывает, что делают не очень достойные вещи, а потом, когда понимают, что они сделали неправильно, начинают дружить с тем человеком, которому когда-то навредили, которому когда-то сделали больно, которому когда-то там, например, позвонили и
донесли на этого человека. Потом, увидев, что их поступок был очень подлый, и этот поступок привел к каким-то очень нехорошим последствиям в жизни человека, они начинают сближаться с этим человеком, начинают покровительствовать этому человеку. Они таким образом как бы искупают свою вину. Это хорошо. Значит, у человека проснулась совесть, он осознал, понял. И они становятся самыми лучшими друзьями. Есть такое выражение: бывший враг становится лучшим другом. Он больше никогда с тобой враждовать не будет, потому что раз уж он понял все и стал с тобой дружить, это самый верный друг. Вы не знаете, что было до того, как вы с ней подружились. Может быть, она допустила какую-то подлость по отношению к вам. И поэтому всю жизнь она вот своим хорошим отношением, покровительством, такой любовью к вам, может быть, она искупала свою вину перед вами. Быть может, она сделала нехороший поступок по отношению к вам, а вы этого не знали. Это не говорит о том, что ее дружба была неискренней. Скорее всего, вы подружились, и она раскаялась, поняла и очень полюбила, и с вами была очень близким человеком. Но что-то, видимо, она сделала такое, что не может себе простить. Идите к ней на могилу, отнесите цветы, отнесите ей свечи поставьте и скажите, что вы не знаете, что произошло, из-за чего она просит прощения, вы не понимаете этого. Но что бы там ни было, я тебя прощаю. Скажите ее душе, и пусть она успокоится. Все, это все, что вам нужно делать. Так, второй вопрос в связи с зеркалами. Когда я была маленькая, меня часто дома оставляли одну. То есть 2,5 года, 3 года. Часто я была дома одна. Накануне того времени я видела фильм «Зита и Гита». Очень сильно захотелось, чтобы у меня появилась сестренка-близняшка для совместных игр. И я, оставаясь дома одна, начала играть с советским трюмо зеркальным. У многих такое зеркало дома было. Я этим зеркалом играла, делилась своей фантазией, делала зеркальный коридор. Каждый день играла с этим зеркалом и создавая свою виртуальную сестренку-близняшку. До того времени, пока я не стала замечать, что в зеркалах проходят чужие мне незнакомые люди. По этой причине я перестала играться с зеркалом и испугалась. Но я уже могла играть со своей сестренкой на уровне ощущений, не используя зеркало. Мы даже с ней ссорились. Однажды, играя, я поняла, что это уже не что это не плод моей фантазии. Некто реально со мной играет, такой же маленький, как я. И я только не видим. Ну хорошо, это непонятно что. Я попросила свою виртуальную сестренку уйти из моей жизни и больше со мной не играть. Сестренка виртуально ушла, и больше мы с ней не играли. Но я много раз слышала от своего окружения, что я им ценюсь. Во сне не одна, что у меня есть сестренка, очень похожая на меня. И даже в 2020 году мой знакомый позвонил и сказал, что ему приснилось со своей сестренкой, очень похожей на меня. Вопрос, что делать, как быть, может ли виртуальная сестренка повлиять на мою жизнь? Может. Когда человек, знаете, не помню, кто сказал, но, видимо, Булгаков повторил, но кто-то сказал, что если вы вглядываетесь в бездну, бездна вглядывается в вас. Человек, когда начинает играть в магию, начинает применять всякие оккультные знания, какие-то знаки, какие-то талисманы, амулеты и прочее, он не приобретает знаний и дарований, как многим кажется, что надо сначала учиться, а потом появляется сила. Нет, все происходит наоборот. Сначала дается сила, а потом знание управлять этой силой. И многие люди, которые начинают играть, вот хорошо, что вот такой вопрос к месту, которые начинают играть потусторонним миром, начинают там какие-то эксперименты проводить, какие-то ритуалы, такие темные, страшные, запретные делать. И в итоге они приходят к выводу, что к ним пришла сила, вот у них какие-то видения, они каких-то, в зеркалах кого-то видят, какие-то звуки слышат, какие-то сны необычные. Это уже говорит о том, что вы обратили на себя внимание потустороннего мира. Вы не создали никакую сестренку, но вы вызвали демоническую силу из-за зеркалья. Они самые опасные. Самые опасные, и зеркалами баловаться нельзя. В древние времена многих девушек находили задушенными, убитыми.
И я знала женщину, у которой лицо кривое, она учительницей работала, и всю жизнь так и осталась одна. У нее было кривое лицо. Она получила ужасный удар. Причем кривое лицо, и на пол лица у нее такой красный такой шрам был. Прям, знаете, как... И сказали, что она вот вызывала там этого, зазывала этого жениха через зеркало и получила ужасный удар. Утром ее нашли, у нее парализовало пол лица, отвезли в больницу, она лежала долго, и лицо не смогли. Ну, в то время советские врачи не обладали. Была уже старым человеком, то есть ей уже не до красоты, и при мне ей было уже там под 70. Она так и осталась в доме своего отца, потом брата, не вышла замуж и работала учительницей всю жизнь. Зеркальные духи, они опасны. Вообще все духи опасны, зеркальные особенно, потому что у них портал в наш мир очень легкий и простой. Пройти через зеркало в наш мир. Они иногда проходят через темные зеркала, через старые зеркала, они могут пройти. Проклятые зеркала из каких-то там домов богатых людей, там перед этим зеркалом, может быть, убили хозяина дома, ограбили. 17-й год, мы знаем, чего только не было. И такие зеркала тоже, если они попадают в обычные дома, могут принести очень много несчастья. Да и вообще чужие зеркала и антикварные зеркала желательно вообще не трогать. Вот эти все отражающие предметы. Вот. Вы позвали ее. Вы захотели, чтобы она была похожа на вас. Да, это была детская игра. Но я хочу вам сказать, что очень часто дети, балуясь, казалось бы, ребенок же, ну, не виноват, не понимает. Ну, но в этом случае детские игры, там, вызов какой-то пиковой дамы, вызов еще кого-то, там, всякой ерунды полно в интернете, дети балуются. Они не верят, что это возможно. Для них это интересно, весело, смешно. В этих лагерях, да, пионер-лагерях детских вызывают духов, еще кого-то. И потом через некоторое время мы замечаем, что некоторые дети начинают сходить с ума, по ночам плохо спят, кто-то ходит по дому и прочее. Вы позволили некой демонической силе стать вашей сестрой, стать похожей на вас. Вы хотели близняшку, и она начала принимать ваш облик. Вы не создали ее, но она уже пришла. Просто есть такой закон потустороннего мира, что пока мы им не позволим, они не придут в наш мир. Они приходят в наш мир, когда мы позволяем им прийти. То есть мы зовем их. И тогда мы им даем право, и все эти оковы, все эти препятствия устранены, они лезут в наш мир, внедряются в наш мир. Она есть в вашей жизни. И очень может быть, что вы, наверное, заметили, что любимые мужчины могут уходить ни с того ни с сего. Работу вам предлагают, через некоторое время отдают кому-то другому. Ваша сестра-близнец из потустороннего мира забирает вашу судьбу себе. Все, что вы добиваетесь, до чего вы доходите, зарабатываете, оно уходит в никуда. Ей уходит. Вы создали второй виртуальный мир и себя в том виртуальном мире. И все, что у вас есть, уходит в тот виртуальный мир к вашему двойнику. Вот и все, это надо закрыть. Пока не поздно. Вы заметили, кое-кто прошло вот такое белое? Причем очень интересно, это не шарообразное такое. Вот прям вот белое какое-то, очень легкое облако прошло. Вот 0042, наверное, да, где-то так. Я даже, как бы в разговоре поняла, что что-то идет, и поздно обратила внимание. Ну да ладно, это не удивительно, ведь мы говорим о мире духов. Начнем дальше. Что у нас? Что делать, как быть и так далее. Может ли повлиять на мою судьбу? Я вам уже сказал. Закрыть ей надо дорогу в вашу жизнь, убрать. Это чревато. В один момент она начнет показываться просто. И это не за горами. Потому что вы ей дали энергию, силу. Сначала силу любви, потом силу страха. Теперь она приходит и снится, и она забирает у ваших близких, знакомых эту энергию страха и удивления. Она усиливается, подпитывается этим. Она приняла ваше обличие. Вы создали себе тот самый доппельгангер, только уже в таком опасном более варианте. Так. Неужели я ее создала? Она существует.
например, в Австралии. Вот я вам объяснила, как вы ее создали. Вы не то, что вы ее создали, вы призвали кого-то, и он полностью перенял и ваши черты, и ваш характер. Он стал вами, вторым я. Так, четвертое. По поводу ночного дозора. Вы рассказали нам коротко по фактам, что есть охранники. Ночной дозор, который спасает людей от охотников. Но также упомянули, что там есть гораздо шире квалификация. Но есть еще кто-то среди охотников и ночного дозора. Вы сказали, что скоро снимете подробную лекцию про ночной дозор. Но я хочу подтвердить, что ночной дозор мне помогал в очень сложных ситуациях. Я просто обращалась своими словами, прося о помощи. Ну, я, по-моему, снимала после этого. Может быть, еще раз сниму более подробно. Не знаю уж, куда уж подробнее. Но я снимала. Я несколько раз снимала «Ночной дозор». И я объяснила, что это духи, у которых, вот как в мире нашем, еще раз скажу, ничего нового не придумано. Все уже было до нас, и все, что мы делаем, говорим, мы перенимаем уже готовое из пространства. Вот тот самый, да, средней тяжести преступления. Вот те духи, которые вроде бы не совсем чистые, но и не настолько преступные. То есть они что-то сделали, но им можно, да, дать прощение, если они вот добрыми делами докажут свою, как бы сказать, докажут, что они достойны этого прощения. И вот они становятся тем самым дозором, кому сколько отмерено. Кто-то 100 лет должен охранять людей, кто-то 10 лет, кто-то 1 год, кто-то, может быть, 1 месяц, неважно, но эти духи всегда рядом. Это и есть те духи, когда они предупреждают, когда они, например, не дают кому-то пойти в лес, потому что в лесу их может ждать серийник. И они как-то так являются, человек испугался, не зашел в лес, хотя надо было домой идти через лес. Вот она испугалась, пошла и прям переночевала в гостинице. У меня такой случай был, то есть рассказывали. И наутро узнала, что там девушку нашли убитую. Она туда не пошла. Понимаете, это духи, которые могут внезапно прийти на помощь. И надо всегда знать, что они вокруг нас. И они ждут. Иногда сами помогают, иногда ждут. И поэтому люди и кричат: помогите, спасите. Даже если знают, что, например, в лесу никого нет, они от своего ужаса начинают кричать. Кто-то скажет, что это просто попытка спасти себя, согласна, но это еще и подсознательно в нас заложено, что мы этими словами открываем врата, то есть даем возможность этим духам прийти к нам на помощь, позволяем им прийти к нам на помощь, да? Даем такое добро. И это и есть духи ночного дозора. Да, они слышат нас, и вот самое простое, что я всегда советую: кто бы ты ни был, помоги, тебе сочтется. Или помоги те кто-нибудь. Кто меня слышит, помогите. Они слышат, и они приходят на помощь. Вот. Ну, хорошо, что напомнили. Может, еще раз я пересниму. Я посмотрю, что я именно не сказала, и пересниму еще раз. Так. Здравствуйте, Яна. Я по поводу прямого эфира о душах и духов. Вопрос. Это были 60-е годы. В Сибири зимой я, муж, заловка шли по дороге возле реки. От сильного страха я страшно закричала, когда увидела 3 автоматчиков в белых комбинезонах, которые быстро шли на нас, наставив автоматы. Средний был выше на голову других автоматчиков. От сильного испуга мне стало стыдно за себя, так как они ничего не видели. Что это было? Благодарю. Ну, это были фантомы. Скорее всего, может быть, там пограничники. Но это, как правило, убитые люди, погибшие люди, которые так и привязываются к этому месту, их душа и так и остается. И они могут появиться в таком состоянии, в котором они ушли. Вот они отбивались, отстреливались от кого-то, так и погибли там. Ну, может быть, когда. Кто его знает, когда они погибли. Может, до вас там года 3, может, 20 лет назад, понимаете, разные были. Смотря какое оружие вы видели, каких годов. В советское время очень много от нас скрывалось, и очень много было и всяких нарушений границ, и
между, там перестрелки были между бандами и военнослужащими. Много чего мы не знаем, и постепенно эти архивы раскрывают. Вы просто увидели фантомы, вы увидели их души, которые привязались к этому месту, так и остались, и вот вам только и показались. Почему? Потому что вы говорите, что я боялась. У вас уже был страх, вы уже были расположены к этому стрессу, и вот вам потусторонний мир показался во всей красе, если это можно так сказать. Также вопрос касаемо эфира «Все о душах». У меня на работе был случай, когда пришел новый начальник и начал оказывать давление, требуя совершения мною противоправных действий. Я вступила с ним в конфликт. Он не мог меня перебороть и стал пытаться оказывать давление через начальство сверху. 1,5 месяца длилось противостояние. Я начитывала «Да воскреснет Бог Осирис», начитала на маг, открыто назвала его стукачом. Меня вызвали на ковер. Закончился бой моей победой с помощью силы ритуалов Инги от врагов. Но через неделю этот человек застрелился, оставив записку, что винит меня и еще одного человека, который меня поддержал. Приезжала многократно проверка сверху. Мозг конкретно вынесли всем. Для меня это был шок. Я хотела, чтобы он просто отстал от меня. Вины никакой за собой не чувствую. Обычные рабочие конфликты, но из-за этого не стреляются. Выяснилось позже, что у него материальные трудности, ипотека, оплата вуза. Ведь даже это он скрыл и выставил причину ухода другую. Даже перед смертью умудрился донос настрочить. Но мне неприятно, что он дважды уже мне снился, и на утро опять проверка из-за него, из-за его самоубийства. Начитывала хан Карахан, отравлюсь, застрелился он в рабочем кабинете, как в предсказаниях Инги умрут соседи-доносчики. Как поступить? Вот послушайте, первое. Такие подлые люди, и, как правило, они психопаты по жизни. Вот он не смог добиться того, чтобы вы взяли на себя вот эту преступную деятельность, да? Вы бы взяли на себя, он бы с вашей помощью деньги заработал, заплатил бы за все свои ипотеки, долги и прочее, купил бы еще себе особняк, и вас бы просто подставил под статью, и вы бы сидели. И он бы жил совершенно не испытывая никакое чувство вины. Поэтому таких людей жалеть нельзя. Они никого не жалеют и не собираются никого жалеть. Второе. Он не хотел убить себя, он хотел напугать. И то, что он умер, случайно получилось. Поэтому он очень недоволен, что он ушел. Он таким образом шантажировал. Он думал, что обойдется, его потом, значит, в больницу отвезут. И причем специально целился так, чтобы не умереть. Знаете, вот есть такие подставщики, автоподставщики, когда они бегут перед машиной. Если у человека есть видео, он докажет. Если нет, значит, деньги возьмут, чтобы у него проблем не было. И как-то я смотрела видео, где дед такой тоже побежал и лег под джипом. А водитель джипа не увидел и переехал и поехал. То есть не по плану пошло, понимаете? Вот у него не по плану пошло. И он недоволен, что он ушел. Он уходить не хотел. Такие люди очень любят жизнь. Причем жизнь за счет других. Такие люди готовы подставить кого угодно, безжалостно, без человеческих каких-то чувств, абсолютно цинично. Посадить кого? Вы думаете, вы первые, что ли, которого он так подставил? Нет, конечно. Но потом начинаются у них капризы, принципы, понимаете, как так? Он не смог. Мало того, еще и все это выяснилось, раскрылось, понимаешь. И он хотел таким образом вас напугать, чтобы вас подставить, чтобы вас посадили. Он не собирался уходить. И от того, что он ушел, он сам в шоке, он сам злой, потому что человек, если при жизни был дерьмом, он и после смерти дерьмом остается. Он же ангел, он не становится там. Его душа какая была, такая и выходит из него и обитает дальше. Ведь все, что мы делаем, это наша душа. Тело просто подчиняется душе. Если душа хочет кому-то кусок хлеба вынести и отдать, то тело просто делает эти действия, то, что диктует душа. Это все, что в жизни происходит, делает наша душа. Правильно? Вот эта душа была дерьмо. Это дерьмо вышло из человека и осталось дерьмом в потусторонних мирах. Теперь он приходит к вам во сне,
Напишите, я вам объясню, что надо делать, чтобы он перестал приходить, закрыть ему дорогу. И вам нужно делать просто защиты. Побольше защит. Несколько защит выберите и начитайте. Во-первых, от властей. Во-вторых, вот недавно выставила, да, защитный круг. Вот прочие, несколько защит. Начитать определенное время. Можете сделать государев шиит. Тоже очень сильно поможет в этих ситуациях. Он не оставляет в покое, потому что он умереть не собирался. Он хотел просто шантажировать, чтобы вам сделать больно, подлянку, вас наказать, вас убрать, привести другого человека, который выполнит все, что он хочет. Все. А чувство вины у вас быть не должно. Этот человек вас под статью гнал. Понимаете? Ему было вообще по одному месту. Что потом будет с вашей жизнью, что вы безвинно пойдете, сядете, его это не волновало. И вас не должно волновать. Это его выбор. Вы не заставляли никого сначала подталкивать вас к этим правным действиям. И, во-вторых, вы не подталкивали никак, чтобы он пошел и покончил с собой. Это он вам устроил травлю, а не наоборот. Человек должен себя защищать. Имеет полное право. Вот сегодня мне написала женщина, которая 20 лет с лишним поработала врачом. Потом пришла новая заведующая или новый заведующий, не помню сейчас. И заставляли ее делать противоправные действия. Она на это не пошла. Ее подставили, где-то она там подписала какое-то что-то не то, на 300 рублей меньше или больше. И на этой почве, значит, на нее травлю устроили, уголовное дело завели. Я говорю, а почему, вот, знаете, пользуются подонки тем, что у нас народ не любит бороться или боится? Я говорю, берите, создайте YouTube-канал, расскажите все, что хотел сделать этот заведующий. Они вас подставили, они вас убрали, они хотят вас посадить. Они ваше имя, честное, 20 лет, имя врача, смешали с дерьмом. А вы еще о чем-то думаете, о чем-то сомневаетесь. Позовите журналистов, все расскажите им. И после этого рассказа, это как, скажем так, это практически как заявление в общественном месте сказанное, в общественных там, в средствах массовой информации. Пусть теперь его преследует, и пусть он думает сейчас, как отмазаться и что делать. Они про тебя забудут и переключатся на него, потому что его должность намного более жирная и очень подходящая. И многие хотят своих людей туда посадить. И его, собственно, посадить не потому, что такие честные дяденьки, а потому что каждый хочет пожирнее откусить. И вот как раз повод его убрать и поставить своего человека. Так надо с этими скотами, понимаете? Таким образом. Ты хочешь меня подставить, то я вообще сломаю тебе жизнь. Ты меня хочешь кинуть в ров, я тебя потащу за собой. Не надо молчать. Когда вы молчите, они на это и рассчитывают, что вы будете молчать и молча пойдете на плаху. Если человек не молчит и борется, вы знаете, если вы скажете, что вам угрожали вот такие-то, такие-то люди, завтра, если вы упадете, там, не знаю, у вас синяк появится, вы можете пойти написать заявление. Вот видите, я говорила, что мне угрожали, это он пришел, меня избил. И пусть он доказывает, что это не так. Боритесь за себя. Правильно сделал этот человек, что борется. Застрелился, туда и дорога. А что он хотел? Он хотел, чтобы вашими руками просто свои дела сделать, потом вас посадить и радостно жить, и иди потом доказывай, что это не он просил и не он заставлял. Пошел он вон. Вы что, просили его застрелиться? Если он, этот психопат, решил вот так вот кому-то что-то доказать, это его проблемы. Вы почему не застрелились, когда вас преследовали? Потому что вы сильный человек, сильная личность. Вы не хотели никого шантажировать, пугать и все прочее. И этот человек, еще раз говорю, он не хотел уйти, он хотел просто напугать всех и подставить вас. Ну, мало ли сейчас соседский какой-нибудь больной дед прошел, посмотрел на мой дом, записал там адрес, пошел, повесился и написал: в моей смерти прошу винить людей, которые живут по этому-то адресу. И что? А я здесь при чем? То же самое, а вы здесь при чем? Дальше.
Доброго времени суток, Яна. Меня зовут Ирина. Я по поводу прямого эфира. Уважаемый Инги, все о душе. 2-й год на канале пишу впервые. Стараюсь просматривать все эфиры, лекции. Очень благодарна Инге за бесценные знания. Она рассказала, что перед рождением на Земле сущности создают пары. Если вместе рождаются на Земле в одном времени, это роковая любовь. После смерти тела души уходят в мир иной. И означает ли это, что сущности перед рождением на Земле и после смерти души имеют деление на женский и мужской род, естественно? Ведь боги мужского и женского рода, то есть изначально рождают сущность уже с предопределением родиться женщиной на Земле, скорее всего, да, и так далее, и так далее. Конечно. Они изначально и создаются в просторах мироздания как мужчина или женщина, носители мужской энергии Вселенной и женской энергии Вселенной. Они изначально рождаются такими. У них есть свои имена. Там жизнь, как у нас с вами. Там такая же жизнь. Просто бестелая жизнь. Вот и все. А вы на секунду представьте, чтобы у нас тел не было. Мы точно так же разговариваем, общаемся. Единственное, мы питаемся едой, а там питаются энергиями. Энергии поглощают, и тем самым дальше продолжает свое существование. А энергии, есть круговорот энергии, некая такая фильтрация энергии. Она все время есть, все время очищается, самоочищается, улучшается. Вот этот круговорот вечной энергии в мироздании, он нескончаемый, поэтому он самовоспроизводится. Я вам еще раз говорю, смотрите на наш мир, то же самое существует там, немножко в другом варианте, в другом формате. Здесь что нам дает кислород? Деревья. Углекислый газ вдыхаем, они пропускают через себя, фильтруют и отдает нам обратно, как он там назывался, диффузия, по-моему, я сейчас не помню, вот, может, я ошибаюсь, но биологию забыла уже. То есть очищается и воспроизводит нам кислород, который мы дышим. Точно так же энергия мироздания, она все время обновляется, поэтому его хватает вечно, понимаете? Так. Здравствуйте, дорогая Яна. Хотела задать вопрос у Инги про души умерших. Инга говорила, что души убитых людей не находят покоя. Есть ли такой обряд для простых людей, чтобы можно было провести для этих душ? Я не сказала, что они не находят покоя. Я сказала, что есть души, которые здесь остаются для того, чтобы отомстить, чтобы свое дело закончить и потом уйти. Вы насильно не можете души отсюда выгнать. Если у них есть своя миссия, и мир мертвых им разрешает здесь быть между мирами, никакие ритуалы и обряды не помогут. Но есть такое сопроводить душу и открыть ему портал, как родной человек, как человек, который там жил с этим ушедшим, да, уже человеком и так далее. Но об этом я отдельно потом сниму, расскажу. Сейчас не будем на это отвлекаться, потому что такой ритуал выйдет в книге. И он не для всех. Его и нельзя держать дома и просто так вот хранить, и тем более записывать на всякий случай. Но я объясню, когда уже ближе к выходу книги, я объясню, почему. Почему, что и как. Пока этот вопрос так пропустим. Хорошо, немного. Просто чтобы более подробно уже посвятить этой тематике. Так, здравствуйте, уважаемая Инга. Меня зовут Елена. Давно смотрю ваш канал. Хочу выразить благодарность, пользуюсь вашими ритуалами, чувствую себя уверенно. Пишу вам, чтобы рассказать случай, который произошел месяц назад. В прошлом году у нас умерла мама, отец остался один. Мы его контролируем по мере возможности, но он шубанутый, конечно. Короче, упал возле дивана на ровном месте, на ковре, запутавшись в штанине, сломал шейку бедра. Скорая, больница, сразу назначили операцию, что очень удивило. На следующий день мы приехали на кладбище к маме, видим ужасную картину. У нее сломлен крест. Отломлена, неправильно написано. Одна сторона, именно левая, какую ногу сломал наш отец. У меня был шок, это мягко сказать. Мы из
истерии, быстро заказали памятники, все установили на несколько дней. Отцу сделали операцию, он сейчас сам уже ходит. До сих пор успокоиться не могу. Если у вас есть объяснение, то, возможно, мне ответите. Вы знаете, может быть, ваш отец видел и знал про этот крест, и вам не сказал. И в наказание он упал и сломал именно ту сторону, которая была сломлена у креста. Может, он знал, а вдруг это он сам сделал. Или, может быть, он знал, кто это сделал, или видел, как это. Поговорите с ним, попытайте его. Не просто так ему это наказание пришло. Скорее всего, он это видел, знал, просто вам не говорил. Может, думал, что сам сделает, или, может, ничего страшного, или отнесся к этому халатно. Вот его и наказали за это. То есть показали, а как тебе нравится, когда вот тебе разбили, сломали. А вообще, конечно, разбивать памятники, там, крест, все что угодно. Это очень конченый поступок. И мир мертвых за это наказывает. Но вашего отца за что-то наказали. Надо у него спросить, имеет ли он отношение, или знал ли, видел ли он этот вот сломленный крест. Мог ли он знать об этом? А может, ему сказали, кто-то видел, а он сигнорировал, не поверил или сказал, потом пойду, посмотрю, не знаю, ничего страшного. Вот что-то в этом роде, и он получил свое наказание за свое вот безразличие к этому делу. Здравствуйте, я напишу вопрос к эфиру о душе. Решилась. У меня около 13 лет назад был такой случай. Я забеременела и очень хотела этого ребенка. Но тогда были проблемы с маленькой дочкой в плане выхаживания. Муж был категорически против. Я наплакалась и пошла на прерывание. Мне предложили провести эту процедуру под наркозом. Я согласилась. Сразу отключилась, уже ничего не чувствовала. Было как в полной дреме и тумане. Потом увидела себя со стороны, как я в больничной одежде, обессиленная, но сопротивляюсь. У меня под руки тащут по коридору с иллюминатами, похожи на космический корабль, молодой парень и девушка в серебристых скафандрах. И говорят мне, еще рано. Потом, когда я очнулась, быстро, очень дурно, знакомая медсестра рассказала, что под наркозом у меня текли слезы. Врачи удивились этому. Если мой рассказ интересен, можно попросить Ингу объяснить, что со мной было. Во-первых, с таким мужем жить дальше нельзя. Если вы до сих пор живете с таким мужем, то мне вам просто нечего сказать. Человек, который заставляет, просто насилует душу, для женщины делать аборт, это очень тяжело. Нормальной женщины. Может, кому-то кажется, что это фигня фигней. На самом деле, даже по необходимости, даже если плод замерзший, его нужно, то есть вымерший, замерзший плод, есть такой симптом, или он будет больным, и женщине приходится принимать такое непростое решение, для нее это болезненно. Мы так созданы. Мы защищаем жизнь, которая внутри нас. И когда мы должны убить эту жизнь, для нас это конец света. Мы потом всю свою жизнь чувствуем себя виноватыми, что мы убили эту жизнь. Я не говорю сейчас об алкашках, которые по залету от Васи, Пети и Вани, сами не знают от кого, пошли там нарожать, и вот им сказали больные, они все равно должны рожать, чтобы не убивать этот плод. Я не об этом говорю. Я просто говорю, что бывает иногда, что не запланировано, но в любом случае для женщины это очень большой стресс и очень тяжело решиться на такое. Приходится иногда выбирать между детьми, которые уже есть, их кормить надо, или между тем, кто родится. Но муж, который вас заставил это сделать, с таким мужем жить нельзя. Нельзя и все. И совершенно не имеет никакого значения, почему это случилось, как. Если мужчина сам это сказал, этот мужчина не опора, не друг, он вас не любит. Ему просто удобно с вами, он конченый эгоист. Вот больно тебе, не больно, ему все равно. Иди делай аборт, как хочешь. Это очень большая травма и для организма женщины, и для ее психики. Дальше. Вы просто умирали. Скорее всего, врачи вам не сказали об этом.
А к нам приходят духи в том обличии, в котором нам легче их воспринимать. Именно поэтому люди, которые возвращаются с того света, если они там верили в пророка, значит, они более верующие становятся. Если верили в Христа, еще больше. Духи приходят к нам в том обличии, в котором мы способны их принимать. Вот они пришли в этом обличии, понимая, что в этом обличии вы не испугаетесь. Тащили вас. То есть вы уходили, вы умирали. А потом вернулись. Врачи иногда об этом не говорят, боятся каких-то последствий, боятся, что потом будут какие-то осложнения, вам будет что сказать, что вот вы не так сделали, я еще и умирала, потом мне еще хуже стало и так далее. Поэтому многое они не говорят. Вернули вас. Вернули, вот правильно сказали, пока еще не время. Так, дальше. Здравствуйте. Яночка долго вспоминала, что же я хотела у вас спросить, и пишу сейчас ритуал магическое веретено. Вспомнила. Всегда, сколько себя помню, мне говорили, что все надо делать и крутить по часовой стрелке. Против часовой нельзя. Здесь же Инга говорит, что веретено крутится против часовой и открывает порталы пространства. Можно было объяснить разницу. Вы знаете, вы вот просто отправляете, да, мистические истории, абсолютно не имеющий никакого отношения к мистическим историям. Вопрос. Я не люблю такие вещи. Зачем вы занимаете мое время? Есть мистическая история, значит, пишите мистическую историю. Нету, просто вопрос, просто отдельный вопрос пишите Яне. Вот можно спросить, я бы хотела вот насчет вот этого спросить. Значит, вам что говорили, вот кто вам что говорил, туда идите, у них спрашивайте, почему это так. Меня просто раздражает. Придут, а вот мне так сказали, а вот это. Сказали, иди туда. А я так говорю, понимаете? И я объясняю, почему. Потому что по часовой мы усиливаем то, что у нас есть. В некоторых ритуалах нужно это, в некоторых ритуалах нужно против часовой. Открывать закрытые двери, открывать закрытые замки. Это против часовой. И основное количество ритуалов, которые открывают закрытые замки, должны быть против часовой. Мы открываем, мы вспять превращаем время, мы возвращаем потерянные, чтобы наверстать упущенные, чтобы получить то, что мы до сих пор не получили, что закрыто от нас, мы открываем. Это обратный ход. Мы открываем закрытые замки. В некоторых ритуалах надо по часовой, против опасно. Но я в каждом ритуале объясняю, почему так, а не иначе. Если у вас есть какое-то недоверие, не делайте эту работу. И все. А вот учить меня не нужно, никому не позволю. Потому что мои работы стольким помогли, что уже давным-давно слово «недоверие» не должно быть относительно моих трудов. Это раздражает. Если бы я просто говорила, вот так тыкала пальцем, вот делайте, и все так надо, и не скажу, почему не спрашивайте, я бы поняла, почему люди не понимают, почему так надо. Но когда человек всегда целую лекцию перед ритуалом вам снимает, объясняет подробно, почему, как, к чему это приводит, почему именно так надо, почему не столько раз читать, а не так, почему вечером или днем, почему под утро, почему это связано с какими силами, богами, с какими традициями и прочее, вот настолько подробно, чтобы вы поняли. И после этого задавать вопрос, я вообще не понимаю. Нет желания, не трогайте мои труды. Это вы как к врачу придете, скажете, а вот мне сказали, тебе врач говорит, у тебя там, не знаю, простуда, а ты говоришь, а мне вот там женщина сказала, что у меня, не знаю, аппендицит. Так иди к этой женщине дальше лечись. Зачем пришла к этому врачу? Вы не понимаете, что это неправильная вот позиция, неправильный подход. Меня учить не надо. Я сама вас научу всему, что надо. Нет доверия, нет желания понимать. Не слышали? Включите еще раз и послушайте еще раз. И там объяснено, почему именно так. И больше не смейте никогда лезть в мои дела своим уставом. Причем своим тупым уставом. Все на этом. Так, дальше. Добрый вечер, уважаемая Яна. Смотрю видео уважаемой Инги. Есть вопросы по поводу прямого эфира. Могу ли я вам сюда их скинуть? Кстати, уважаемые, это первые мне писали люди.
Теперь везде пишут всем подряд. Ну да ладно. Переняли, опыт перенимается очень быстро. Я помню, один мужик снимал, говорил, что очень подозрительно, что меня называют уважаемый. Мне очень жаль, что мы потеряли вот это вот тон вежливости. А ведь когда-то называли, да, господин хороший или там уважаемый, не знаю, милостивый государь. И это очень красиво звучало, между прочим. Госпожа, как еще, там, барыня, не знаю, батюшка, матушка. Это очень красиво звучало и очень, знаете, обезоруживает. Даже желая там что-то там гаркнуть, сказать этому человеку не можешь, потому что этот человек так уважительно, красиво к тебе обращается, и ты не можешь как-то обидеть этого человека. Так что уважаемый – это очень правильное обращение, если человека уважаешь, если испытываешь к этому человеку трепет, уважение и благодарность за все, что слышишь, получаешь, учишься у этого человека. Правильно? Так. Может, обывательский вопрос. Можно ли потерять себя или душу после операции или во время? Есть ощущение, что что-то ушло. Может, глупо. Глупо. Терять душу невозможно. Если душу потеряешь, обратно не вернешься. И душа не теряется. Она просто уходит в потусторонний мир. В вечность уходит, а тело остается. Это называется смерть. Если у вас ощущение, что что-то ушло внутри вас, это просто ваше подсознание перезагрузилось, и на многие вещи вы смотрите по-другому. У вас может появиться какая-то легкость, спокойствие, какой-то пофигизм. Как правило, люди, которые возвращаются с того света, они совсем по-другому смотрят на мир, на эти мелкие человеческие разборки. Для них это все теряет свою актуальность и смысл, потому что они увидели мир духов, реальный мир. Они посмотрели на все это сверху вниз. И вот, ну, например, люди, которые спаслись после авиакатастрофы, предположим, для них, например, сплетни, что там ваши соседи вот сказали, что вы некрасивая или что у вас ноги кривые, это вот, может быть, обычному человеку будет обидно и выведет на конфликт, а такому человеку это смешно слышит и очень снисходительно улыбнется, пойдет дальше, потому что человек, который падал с разбитого самолета, привязанный к креслу, и вот это вот свистящая бездна, и видел, как рядом люди падают, и отключился, потом проснулся в больнице и так далее. Для этого человека вот эти мелкие человеческие разборки, они настолько ничтожные и смешно смотрятся, что просто это ты смотришь на жизнь под другим углом. Мудро смотришь, снисходительно, спокойно. Даже становится скучно, потому что ты видишь в этом всем очень большой примитив, что люди не понимают, как быстро жизнь может закончиться. В сию секунду раз и отключился, и больше нет. Как там Воланд сказал, не беда, что человек смертен, да, беда в том, что он внезапно смертен, вот. Так что ничего у вас не ушло. Просто вы начали по-другому смотреть на мир. Совсем по-другому, как вернувшийся оттуда человек. Так. На моих руках умер ребенок. Почувствовала, что за ней пришли. Девочка упала с крыши моего дома. Рядом со мной. Меня оттянул мужчина от нее. Хватит, она уже мертва. Говорила с ней, пыталась оказать ей первую медпомощь. Был пульс слабый, дыхание помогала ей, говорила с ней. Скоро ехала минут 20. Минуты шли долго. Понимаю, что калека в 15 не самый хороший вариант. Но видела этого мужчину на этом месте. Глаза сумасшедшие. Такое не видела такое впечатление, что он пришел за ее душой. Очень жалею, что сдалась. Нет, вы говорите сейчас глупости. Кто пришел за душой, того вы не увидите или увидите в туманности или в таком фантомном состоянии. Они не приходят в телесном обличии за душой. По крайней мере, как человек,
как нечто физиологическое, вы не увидите рядом. А если глаза были сумасшедшие, это объяснимо. Мужчины, они более впечатлительные, они более пугливые в этом отношении. Вот ребенку станет плохо, температура поднимется, маленький ребенок вот падает в обморок, отключается, мужик орет как недорезанный, а женщина спокойно пытается привести в порядок, ложку сует в рот, чтобы держать язык, чтобы он не проглотил. Женщины в этом отношении более спокойные, хладнокровные, сильные. Мужчины сразу паникуют, у них и безумные глаза могут быть, и чего только может не быть. Это был обычный мужчина, и глаза сумасшедшие, потому что на его глазах умирал ребенок, который упал с крыши. Тут, знаете, нервная система, особенно у мужика, сразу сдает. Он совершенно ни при чем в этой ситуации, ни за чьей душой он не пришел. Очень жалею, что сдалась. Не надо жалеть, вы не могли бы спасти. Люди, которые падают с высоты, очень редко остаются в живых. Очень редко. Это просто 1 на миллион случаев. Поэтому даже если вы думали, что она еще дышит, это просто конвульсия тела. Мозг мог уже быть мертвый, а тело еще сопротивлялось, поэтому у вас ощущение тепла и пульса. Но это не значит, что ребенок был живой. Он уже ушел. Ушел, просто от тела еще осталось так, знаете, непогасший огонек. Слегка. И все. Это и хорошо, что, может быть, он ушел. Объясню почему. Потому что, может быть, если бы его вернули, он бы таким овощем остался, таким инвалидом. Он мог бы и не двигаться, и не рукой не махать, ничего. Вы знаете, что у многих американских врачей на сердце татуировка написана «не реанимировать». Они не хотят возвращаться, потому что очень часто реанимация человека и возвращение с того света, если есть врачи, они скажут, может быть очень чревато, и такие необратимые могут быть последствия, что иногда думаешь, лучше бы он ушел, чем жил в плену своего тела. Не двигаться, не говорить, не смотреть, не видеть, не слышать, кому нужна такая жизнь. Жизнь же это не только там кушать, идти в туалет и сношаться. Жизнь это нечто большее, понимаете? Это чувствовать мир, чувствовать себя в этом мире, свою миссию, самоутвердиться в этом мире в хорошем смысле. И не всегда спасение человека это есть хорошо. Вот. Так, пойдемте далее. Очень жаль, не поверила в себя. Вопрос, есть ли такой собиратель душ? Опасен мотив. Я вам сказала, что это глупость. Человек телесный, физиологический, которого видите, который вас может дернуть за руку, он не может быть никак собирателем душ. Я вам рассказывала, расскажу еще раз случай. Мой очень хороший друг Алексей, он все уже забыла. Он первоклассный парикмахер и больше, чем парикмахер, да, он... Ну, как он называется, это слово? Ну, ладно, я забыла. Замечательный мастер своего дела. Мы давно с ним познакомились. И очень много лет очень хорошо общаемся, дружим. И он, увидев моего Пусю, полюбил очень такую породу собак и тоже завел себе Джоника, такого же типа. И как-то он провожал человека ночью, они засиделись, и вот он в час ночи почти вышел провожать его до метро, это недалеко от дома. Обратно он шел и увидел человека, фигура человека стоит, он подумал, может, кто-то стоит, курит, мало ли что. И когда шел обратно, он посмотрел на него и увидел там, ну, просто вместо глаз ничего нету, совершенно чернота на лице. И он посмотрел, и первое, что пришло ему в голову, он сказал, я тебя не боюсь. И пошел. Я говорю, знаешь, Лёш, я видела их много раз. Но мне кажется, что в такой тишине, пустоте, зимой на улице, если бы я видела его, вот он, жнец, кстати, потом у них сосед умер, да.
мне кажется, что мне бы стало плохо. Невзирая на то, что я их не раз видела. К этому привыкнуть невозможно. К этому невозможно привыкать. Это не работа в морге, что ты привыкаешь, потом уже тебе пофигу. Вот к этому привыкнуть нереально. Каждый раз у тебя есть этот страх, трепет и ужас. Просто ты держишь себя в руках, это разное, обладать собой. Я такое видела, когда ребенок был маленький, я видела такую же фигуру, и я поняла, что это не человек, но сделала вид, что все хорошо, чтобы ребенок не испугался. Но меня трясло. То есть я хочу вам сказать, что невозможно, нет такого человека, который, если вам скажут, что да, я их вижу, каждый раз разговариваю, и двери открываются, и голоса слышу, меня вообще... Это или больной человек, или абсолютный лжец. Так что это не был собиратель душ. Девочка была такой славной, очень себя виню. Если вы себя вините, значит, вы считаете себя Богом. То есть вы сами решаете, кто умрет, кто останется, правда? А если вы не Бог, то вы себя винить не можете никак. Не вы решаете, кто уйдет с этого мира. Вы просто оказались в это время там. Это не значит, что вы могли бы спасти, даже если бы скорая приехала. Время этого ребенка пришло, все. Неважно, этот ребенок с крыши упал или утонул, или сердце остановилось внезапно, или отравился. Он бы ушел, этот ребенок, и все. Это не вам решать. Поэтому никогда не говорите, я вот виню себя. Или, знаете, такое, я помню женщину, когда она брата не забрала к себе, сказала, что я пока устроюсь, потом заберу, он просил, а потом он погиб. И она всю жизнь говорила, вот, если бы я его забрала, он же мог бы... Я ей говорю, если бы ты его забрала, он бы просто умер у тебя там. У него вот это все случилось бы при тебе, в аварию попал он. Потому что его время пришло, неважно, ты заберешь его или нет, спасешь или нет, будешь реанимировать или нет. Время пришло у человека, он уйдет. Если позволяют спасать, значит, время не пришло, понимаете? Если кого-то смогли спасти врачи скорой, значит, время не пришло. Значит, просто было испытание, которое дали человеку, он должен был это пройти. И он прошел и вышел, вернулся. Для чего-то он пошел в мир мертвых и вернулся с чем-то, для чего-то. Многие возвращаются, меняют свою жизнь, бросают пить, бросают наркотики, начинают уделять внимание жене, детям. Они понимают, что это все временно, что это очень быстро может закончиться, и они просто берутся за голову, за ум. Вот для этого его и забрали туда, чтобы он поумнел. Но если бы ему не было суждено жить, он бы не вернулся. И вот этот ребенок, который ушел, его время пришло. Хоть 1000 раз скорую вызывай, реанимируй, делай, что хочешь, не спасешь. И все. Итак, у этой девочки была сестра, она при мне прибежала, тоже хотела уйти вместе с ней. Я очень долго с ней говорила. Она мне кажется, что у суицида есть как сущность, какой-то демон. Очень извиняюсь за простоту своих вопросов, только начала себя просвещать, слушаю лекцию. Благодарю за пояснение, внимание. Демон есть у всего, у всех сфер человеческой жизни. Просто демонов не рассматривайте как дарителей только плохого и темной энергии, и темных мыслей, внушителей и так далее. Мы не можем знать, из-за чего этот суицид. Иногда в роду есть такая программа, и время от времени эта программа повторяется. Иногда ребенок, которого спасли, вытащили из петли, спрашивают, зачем ты это делал? Я не знаю. Я просто хотела это сделать, потому что все бы на меня обратили внимание и так далее. Понимаете? Есть возраст, в котором дети не до конца осознают наличие смерти, что смерть существует. Для них это игра. Им кажется, привлекут внимание, немного станет плохо, скоро там сделают укол, дадут таблетку, и все будет хорошо, а потом их все будут любить и помнить, что вот он чуть не умер. Для некоторых детей это игра. 2 подруги решили обратить на себя внимание всей школы, всех учителей и родителей, чтобы все испугались за них, чтобы все им конфеты несли, торты несли, там приходили навещать в больницу и взяли, выпили уксус. И когда пытались их откачать, вытащить, помочь, они понимали, что они умирают, и они вот это...
шептали еле слышно: пожалуйста, я хочу жить. Но умерли. Умерли, их похоронили. То есть различные мотивы. В этом возрасте такие поступки имеют различные мотивы. Обратить на себя внимание, там, чтобы их жалели, чтобы после этого им сделали что они хотят. Какой-то ребенок из-за того, что собаку не купили родители, кинулся с балкона. Они не осознают, что это конец. Они думают, что им станет плохо, они ударятся, все побегут, все спасут их, а потом будет, как они хотели. Не осознают до конца, что это конец. Понимаете? Нет у них ощущения смерти, окончания. Если бы они чувствовали, что это конец безвозвратно, они бы не решились на это. Особенно вот это в детском возрасте. Так, дальше. Извиняюсь. Здравствуйте, уважаемый Яна. У меня вопрос к Инге по теме «Все о душе». Хотелось бы знать, когда душа покидает тело, она встречается только с родными своего рода, и если хочет, то может найти друга, коллегу и так далее, если она не хочет видеть кого-то из близких. Или душе уже все равно, спасибо. Понимаете, друзья мои, сейчас сидеть утверждать 100%, вот так бывает, душа выходит, потом я не могу, потому что даже если я побывала между мирами, это могло быть такое место, знаете, место остановки души. Это, может быть, дальше не пускают, если кому-то суждено вернуться, чтобы он не видел эти тайны. 1000000% утверждать невозможно, но исходя из опыта поколений, исходя из многих рассказов людей и прочее, люди там друг друга находят. У них совершенно другие чувства начинаются. Нет, они ненавидят и любят, как на этой земле было, но они узнают нечто такое, они становятся причастны к какой-то тайне и узнают больше, чем мы можем себе предположить, земные люди. Что-то такое они узнают, что помогает им понять, как они кого встретят, кого увидят, имеют ли они право кого-то увидеть, кто в другом измерении и так далее. До конца мы это не познаем, и до конца я вам в любом случае, сколько бы я ни объяснила, до конца не объясню. Единственное, что я хочу сказать, что, судя по моему опыту и по тем снам, видениям, которые были в мире духов, да, они видят своих родных, близких, кого хотят, того и видят. Если у них нет желания видеть человека, и они даже находясь в одном и том же измерении, могут не видеться, там есть свобода воли человека, человеческой души. Не каждой душе суждено родиться в этот мир человеком. И если он приходит в этот мир человеком и уходит, у него какие-то особые привилегии есть, потому что не все души хотят сюда. Есть души, которые стремятся сюда, их много. Но есть много душ, которые не хотят в нашу жизнь, в наш мир. Потому что ушедшие приходят, возвращаются назад. Они же рассказывают, что приходится видеть в нашем мире. И не все хотят прийти сюда, увидеть смерти, убийства, войны, голод. Смотря у какой души, какой был опыт, понимаете? А кто-то узнает, что здесь есть любовь, что здесь красиво, есть лес, есть речка, моря, можно путешествовать. И он говорит, я тоже хочу родиться, дайте мне возможность родиться, жить жизнью земного человека. И рассматривая это в этой небесной канцелярии, позволяет эту душу уйти. Это привилегия. Это как пойти на повышение, потому что душа, которая рождается и потом обратно возвращается, это не простая душа, это не простая сущность в пространстве. Понимаете? Это душа, которая прошла некое испытание, некий вот как вам сказать грубо, переквалификацию, экзамен. Понимаете? Не каждая душа хочет прийти страдать, а здесь мир больше мир страданий, чем радости, согласитесь? И не каждая душа хочет страдать. Многие души хотят остаться в том пространстве, в котором они есть. Здравствуйте, уважаемые Яна и Инга. Очень рада, что сегодня будет прямой эфир. Хотела бы рассказать вам свою историю. Очень надеюсь, что вы прочтете. 10 лет назад, когда мне было 22 года,
Я работала в Подмосковье на заработках, жила на хлебе и воде. И там рядом был лес. Как-то поздно вечером, ранней теплой осенью, я хотела посмотреть лес, пройти. Сходила по краю леса и решила зайти вглубь. В метрах 7-8 неожиданно увидела существо. Оно смотрело на меня. Я сначала остолбенела, увидев его, потом убежала из леса так быстро, что пятки сверкали. Я хорошо рассмотрела. Он был белого цвета, человекоподобный, как Смегол из «Властелина колец», но маленький, как 10-летний ребенок. Сидел боком, а голова была повернута ко мне. Глаза у него сияли красные. Он просто сидел на четвереньках и точно меня видел. В интернете я искала информацию, кто это может быть. Нашла только рисунки людей. Многие говорят, что это то же самое существо. И видели в лесах, тоннелях. Но не подумайте ничего плохого. Хотелось бы спросить Ингу, кто это может быть за существо. Лесной дух, лесной хранитель. Тот же леший может показаться таким образом. Да кто угодно. Но в основном это не человеческая душа, это не ушедший, не покойник. Это лесной дух. Может быть, он вас не просто так напугал и выгнал из леса. Иногда они так делают, спасая людей. Вы бы пошли вглубь, могли бы заблудиться, а там могли быть и волки, могли быть и бродячие собаки, да и люди не все хорошие могли быть. Он просто понял, что вы по наивности идете все глубоко в лес, и уже ночь, в скором времени вы можете заблудиться, и с вами может что-то плохое случиться. Духи иногда гонят людей из опасных мест. Ну а как еще выгонят? Если бы этот дух появился там в виде красивого молодого парня, так начал бы вам намеки какие-то делать и мигать глазами, да, моргать, вы бы, наверное, там навряд ли бы побежали так в ужасе. А поскольку он был не в самом лицеприятном виде, вы испугались и убежали. И тем самым, может быть, этот дух вас спас. Может быть, там была опасность впереди, понимаете? И он вас просто не пустил в лес. Не относитесь ко всему как-то так, знаете, отрицательно, что вот раз уж вот он имел страшный вид, значит, он плохой. Нет. Иногда таким видом только можно заставить человека развернуться и уйти, и спасти свою жизнь. Так. И еще один вопрос. В комнату где-то недели 2 или 3 назад вошла красная энергия, тень. Ощущение было, что женщина. Я не испугалась, но она спокойно прошла в мою комнату и исчезла. В тот же день, спустя час или два, что-то белое меня погладило по щеке. А вот это не очень хорошо. Красноватые, бордовые, такие огненные цвета – это демонические сущности, которые селятся в домах, а потом начинают забирать энергию. Вы со временем почувствуете слабость, вы начнете болеть. Уже физиологическое воздействие тоже о чем-то говорит. Проведите очищение дома. Уберите эту сущность, она вам не нужна там совершенно, даже если вы его не боитесь. Дальше. В 9 классе моего одноклассника не стало. Он хорошо танцевал брейк-данс. Его пригласили сняться в музыкальный клип. И воодушевленный он все время пробовал разные трюки. Везде, что в школе, что на улице. В городе была стройка. И он, гуляя с другом, решил попробовать один трюк. Упал в яму, стукнувшись головой. Была кома. Неделю спасали, но не смогли. В тот день, когда классный руководитель позвонила к нам домой и сообщила о случившемся, ту же ночь я точно не спала и увидела в комнате одноклассника. Он внезапно появился перед моими глазами и излучал слабый свет. Не говорил ничего, просто улыбался. Я ему задавала вопросы, я спросила, правда ли, что его не стало. Он кивнул. Потом спросила, стоит ли мне плакать или ему будет плохо от слез. Он покачал головой, я поняла, что плакать не надо, он не хочет. Я спросила, хорошо ли ему там, и он улыбнулся и пожал плечами. Потом исчез. Я встала, осмотрела комнату, словно ничего не было. В день, когда мы с классом были на кладбище, уходя оттуда, я словно услышала спасибо. За все это время плакала, вспоминая его всегда с улыбкой. Мы не дружили особо, и не понимая, почему из всех ребят он пришел ко мне. И самое странное, спустя 4-5 лет я увидела его двойника. Это было зимой, когда он умер.
Я стояла на остановке, ждала транспорт. Передо мной проехала маршрутка. И я оглянулась, увидела там его. Он сидел на заднем сиденье. Смотрел на меня и улыбался. Совершенно живой. У нас встретились глаза. Меня это не напугало, но очень удивило. В тот же день со мной ничего не произошло. И позже тоже. Ни болезней, ни смертей родственников. Что это было? Я вам хочу сказать, что иногда мы не замечаем, что люди, которые рядом с нами, к нам относятся как-то по-особенному. Поскольку мы сами относимся к ним без особого какого-то там, ну как бы, ни симпатии, ничего не испытываем. То есть они для нас, ну так, просто люди и люди. И мы можем не заметить, что они в нас влюблены. И в нашей жизни часто так бывает, особенно у девочек. Когда в нас человек влюблен, а мы не знаем, потом он через много лет признается, например. А мы даже и не думали об этом. Вот у меня тоже было в юности такой случай, когда потом мне сказали, что он приходил, возле нашего дома стоял. Я даже в жизни бы не подумала, что на него. Ну, был и был, ну вот, просто дворовые наши ребята, и все. То же самое, он пришел к вам, потому что он был к вам неравнодушен. Вы ему нравились, как девочка. И он пришел с вами как бы попрощаться, показаться вам, сказать, что он ушел. Это реально, что мы видим иногда в пустом пространстве или рядом лежачего или сидячего человека. И это абсолютная реальность. Я в своей юности и потом не раз видела. Просто человек. Ты видишь человека в пространстве, ты удивляешься, не можешь понять, что происходит, а он потом раз и растворяется в пространстве, его нет. Иногда бывает, что отвечает тебе, что-то там говорит. Душа. Душа или чей-то фантом, или тот же самый двойник. А то, что вы увидели двойника, наверняка вы только видели его, больше никто. Вам показалось, что это обычный человек, но он просто пришел еще раз посмотреть, вы же выросли, какая вы стали. Он ушел в юности, он хотел жить, у него была жажда жизни, тем более энергичный парень, да, танцор, он бы мог добиться очень больших высот. И он пришел просто потому, что его тянуло видеть, как вы, что вы, какая вы стали. Вот вы и увидели его в том возрасте, в котором он ушел. Тут ничего такого нет. Это нормально. Как бы это ни звучало, но это нормально, и такое часто бывает. Дальше. Добрый день, Яна. Напишу в эту рубрику. Много лет назад моя дочка ночью просыпалась с криками, бежала ко мне в комнату, рассказывала, что она просыпалась от того, что на нее смотрит огромный 2-метровый мужчина в синей одежде. И так было много раз. А сын в то время лет 10 ему было, говорил, что да чего ты боишься? Вот ко мне он тоже приходит ночью, я в углу стоит, смотрит, только я его не боюсь. Так продолжалось почти полгода. Я это чудовище не видела. Вскоре мой сынуля умер от рака. Ой, мне прям плохо стало. Ему было 16 лет. Есть тут взаимосвязь? Еще один вопрос. Почему не снится умерший ребенок? Много лет так хочется увидеть хотя бы во сне. Начнем с конца. Не снится, потому что он ушел в мир иной. Он упокоился, как говорят. Он нашел покой. Обычно снятся, когда не нашли покой, когда между мирами хотят что-то сказать, предупреждать. Если не снится, радуйтесь, значит, ему хорошо там. Это его смерть приходила. Вот поэтому и дочь видела, и сын. Но дочь боялась, потому что это не за ней. А сын не боялся, потому что внутреннее было чувство. Но он не понимал, конечно, как ребенок, что он уйдет. Но спокойное ощущение. Он не внушал ему страха. Это проводник, он пришел за ним. Я вам очень сочувствую. 16 лет потерять ребенка — это очень страшно. Очень. Иногда думаешь, лучше бы с тобой это случилось, чем с твоим ребенком. Ужасающая боль. Даже представить боюсь. Мне пишут иногда люди, у которых у детей вот рак сейчас очень сильно помолодел. Рак костей, рак там различные, очень страшные опухоли. И вот ужасно. Ужасно тяжело. Я даже вот, мне страшно представить.
какая душевная сила нужна, чтобы пережить своего ребенка и дальше, ну, не сойти с ума и жить дальше. Но сильные люди преодолевают, естественно, и живут, но это уже... Они никогда не будут счастливы до конца. Они могут и улыбаться, и, может быть, и танцевать, веселиться, но они с этой болью так и проживут всю свою жизнь. Это невозможно забыть. Это вот самая страшная боль, которую забыть нереально просто. Так, все. Я могу это представить, но у меня был такой очень маленький. Не успеваешь привыкнуть и почувствовать. Больно, конечно, больно. Но не так страшно больно, как обычно бывает у женщин, которые вырастили своего ребенка до такого возраста и предали земле. Вот это страшнее. Все, дальше. Здравствуйте, дорогая Яна. Я по поводу прямого эфира. Моего отца убили 23 года назад. Раньше я всегда чувствовала его присутствие и помощь в моей жизни. Очень часто прошу его присниться мне, но почему-то он не приходит. Мне интересно, какая у него там жизнь. Возможно ли, что у него там есть другая семья. Маме как-то снилось, что у него другая женщина. Как будто, когда мы туда... как будет, когда мы туда попадем, увидимся ли мы с его душой. Конечно, увидитесь. Другая женщина, с которой он снится, это проводник. И он всегда приходит во снах обязательно со своим проводником. И смотря кто его проводник, это может быть женская душа, это может быть женская сущность. Поэтому и снится женщина. Это не значит, что он женился на другой женщине и радостно живет. Это означает, что приходит проводник, женская сущность. Если у душ там взаимосвязь, любовь, если у вашего отца до рождения в этот мир была любимая душа, он ушел туда, он с ней, естественно, встретился. Но это совершенно иная вещь, иная встреча, немного... Ну, она отличается от земной жизни и от земных встреч, поэтому это другая жизнь. Встретитесь? Да, встретитесь. Если люди при жизни были привязаны, любили друг друга, они после смерти обязательно встречаются. Даже если они в разных измерениях, они обязательно увидятся. Что там дальше будет, мы знать не можем, но то, что вы увидитесь, это однозначно. Давайте еще один прочитаю. В нашей семье произошел один случай несколько лет назад. Как-то днем прилегла на диван, задремала и услышала обращение ко мне по имени. И при этом почувствовала теплое дыхание от голоса в мое ухо. Я слышала голос моего покойного отца. Сразу же проснулась, стала мыслить, что, скорее всего, наверное, позвал меня супруг. Но в это время он был на рыбалке, дома не было никого. В этот же день, ближе к ночи, мой сын попадает в аварию. Сын жив, правда, без небольших травм. Не обошлось, потом поняла, что это было какое-то предупреждение об опасности. Объясните, пожалуйста, этот случай. Ну вот вы сами объяснили. Он просто увидел, что есть какая-то некая опасность и заранее предупредил, чтобы вы были к этому готовы. И, скорее всего, он и помог ему пережить эту аварию без особых травм и остаться в живых. Он пришел сказать, что он с вами рядом, он вам помогает, и вот сейчас опасность, и он опять вам поможет. Вот и все, что он хотел вам сказать. Яна, еще раз хочу коротко рассказать, задать вопрос Инге по теме о душах. Полгода назад умерла моя мама. Мы все взрослые дети, конечно, поехали на похороны в родительский дом. Мама жила с моей старшей сестрой. Мама всегда говорила, лишь бы вас не мучить и самой уйти без боли и страданий. Так и вышло. Она слегла на 3 дня и ушла. Мы за 3 месяца до ее ухода ездили к ней. Общались, обнимались, говорили, что любим ее. Помню, что я ей говорила, чтобы она не боялась уходить, если время придет, и что она нас потом там всех встретит. Но я увидела, что ей было страшно. Она была в здравом уме до последней минуты. Дело в том, что после похорон, через пару дней, перед нашим отъездом, ночью где-то в 2 часа ночи, я проснулась от стука. Стук напоминал, словно ногтем по железу.
Это был не громкий, но я слышала очень четко. И сразу же после стука на столе появляется свет, длинный свет и ширина, где-то 30 сантиметров этого света. И через секунд 7-8 все исчезло. Так повторилось несколько раз. Я даже присела и наблюдала. Все остальные спали, ничего не слышали. Когда им рассказала, что было ночью, никто мне не поверил. Я уверена, что мама прощалась со мной. Почему только я все это слышала? Может, потому что у нас с мамой были теплые отношения, что это было? Скажите, пожалуйста. Потому что вы единственные из всех детей беспокоились о ее душе и о том, чтобы она не боялась уйти в этот, то есть в мир иной, что все будет хорошо. Другие ей говорили, не переживай, все еще встанешь на ноги, будешь ходить. Вот это дурацкое обычай утешать умирающего человека вместо того, чтобы поговорить и дать ему надежду, успокоить и позволить ему без страха уйти. Вот это вот дурацкое, что как бы неправильно, нельзя, вот умирает человек, а надо до последнего, вот он лежит, храпит, а надо говорить, да, все будет хорошо, еще ты вылечишься, не переживай. Это очень глупо, потому что это полный обман, потому что человек прекрасно понимает, что он уходит. И надо наоборот с ним говорить на эту тему, не пугай его, что вот ты умираешь, ты умрешь. Он и так знает, что умирает или от старости, или от болезни. А говорить так, чтобы сохранилось спокойствие у человека, чтобы он без страха ушел, что вы все рядом, вы все вместе, и вы его проводите в последний путь, и пусть он не боится. Вот это самое правильное. Вы с ней говорили, она пришла вам сказать, что больше не боится, у нее все хорошо, и она ушла. А этот вот свет длинный, это портал, по которой душа ушла просто. Это как дорога, освещенная дорога, которую вы просто увидели. Вот мы же не видим радиоволны, мы не видим телефонные волны, но они же есть. Они образуют некий портал, по которому мы слышим там звуки, да, они передаются на уровне волн. То же самое и душа. Вот эта волна, вот этот портал, эту дорогу, она вам показала, что она уходит по этой дороге и ушла. Здравствуйте, Инга. Благодарю за возможность задать вопрос. Если позволите, у меня 2 вопроса. Первое, когда моя мама была мной беременна, еще не было УЗИ аппаратов, и она не знала, кто родится. К слову, она хотела сына. На позднем сроке беременности ей приснился сон, где очень старая женщина сказала: назови свою дочь Катей, и показала ей девушку с черными длинными волосами. Позже моя мама сказала, что показали ей меня, но в возрасте около 20 лет. Могла ли эта женщина быть душой нашего предка? Почему она так сказала? Ой, извиняюсь. Скорее всего, это была ваша прабабушка. Одна из ваших прабабушек, которая очень хотела, чтобы вы носили ее имя. Вот она так и сказала. Или это имя для нее имело какое-то значение, и она хотела, чтобы вас так назвали. Так, дальше. В одной семье все время умирали дети. И назвали по-особенному дочь. Я потом по такому же примеру сказала другим людям назвать своего ребенка определенным именем. Я сейчас объясню. Все время уходили, все время было несчастье, разводы и так далее. Я сказала, если родится дочь, назовите ее Златой. И поставите точку в этом вопросе. Почему? Потому что уменьшительно, как мы говорим, Златочка. Зла, точка, точка зла. Ну вот, одна из ваших прабабушек, зная что-то, попросила назвать вас Катей. Имеет какое-то значение для нее и для вас. Так. В одном из последних эфиров вы рассказали, что бывают старые души. А как понять, что твоя душа таковым является? Так вот, значит, я сняла тему, называется «Возраст твоей души». Вот, открывайте этот эфир, точнее, этот видеоролик, эту лекцию «Возраст твоей души». И там рассказано, если совпадает это все с вами, ну, значит, у вас старая душа или молодая душа. Или у кого-то, кто рядом с вами, старая душа. Или молодая душа. Откройте этот эфир. Я так думаю, что это старые вопросы, может быть, еще с прошлого года накопились. После этого я снимала видеоролик «Возраст твоей души. Ведьмина изба». Набирайте, и там все сказано. Все, на сегодня достаточно.
У меня еще много вопросов, но я постепенно буду снимать. Я сейчас отложу в сторону то, что уже прочитала, чтобы не перепутать. Все, на этом все, друзья мои. Всем удачи, всех благ. Пойду немного отдохну. Накопились эти вопросы, давно хотела снять. Вот и буду теперь постепенно снимать. Всем всего хорошего.